Социальные работники, забрав моих детей, они сломали мне жизнь. Немытая посуда. И новорожденный ребенок, месяц от роду, завернут в какую-то грязную тряпку. В таком доме детей содержать было нельзя. Те деньги, которые вам дали, вы потратили частью на свет, остальное ушло на жизнь. Правильно я понимаю? Ну да. Суд заведомо поставил перед вами неисполнимую задачу. Да. Правильно? Я маленьким рос вот почти в таком же доме. Я не знаю, что со мной бы сделала мама, если бы она пришла, и такой бардак был бы там. Такая грязь. Предвзятое отношение ко мне. И они просто мстят таким образом? Да, это месть какая-то, и все. Это месть. Вы разрушили семью, ни хрена не делаете для того, чтобы она смогла исполнить решение суда, и мои деньги отдаете на то, чтобы семьи не было. Вы кто после этого? Добрый день. Женщина, многодетная мать, приходит и честно говорит, что ей нужна помощь. Ей типа помогают. Только я одного не понимаю. Почему последствия этой типа помощи теперь мы с тобой здесь должны расхлебывать? Ты забыла сказать, что приходит она не куда-нибудь, а в органы опеки. 41-летняя Зухра Бакиева из города Омска борется за право воспитывать своих 4 детей, которых отобрали у нее органы опеки. Социальные работники, забрав моих детей, они сломали мне жизнь. По мнению Зухры, причин отбирать детей у родной матери попросту нет. Придрались там, что крыша не такая, что детки там бегают, там неряшливо там одеты. Однако сотрудники органов опеки утверждают, дом Зухры непригоден для жилья и находиться в нем попросту опасно. Грязные вещи повсюду раскиданы кучами. Немытая посуда. И новорожденный ребенок, месяц от роду, завернут в какую-то грязную тряпку. В таком доме детей содержать было нельзя. Почему многодетная мать осталась без детей? Какие условия поставили органы опеки Зухре Бакиевой? И кто помогал семье выживать в самые тяжелые времена? Сегодня в нашей студии Заухра Бакиева из города Омска. Заухра, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам пришли? Органы опеки разрушили мою жизнь. Они отняли у меня 4 детей. Не могу. Спокойно. Я обратилась к ним за помощью, за денежные, там, дрова, там, крыша. Ну, вместо этого они забрали у меня детей. А сколько лет вашим детям, скажите, пожалуйста? Анжелика, 12. Вероника, 9. Май, 7. И вот последняя, 5-я дочка, 1 год и 8 сейчас. А вы до этого стояли на учете в органах опеки? Да. Ну, как малоимущие, типа бедная там. Если вы стояли на учете в органах опеки, они должны были систематически оказывать вам помощь в тех размерах и в тех рамках, которые государство определило, верно? Это уже 9 лет длится, как бы. Они ходят, на нервы действуют, а толку никакого. То у меня кошки продувают, говорят, иди там сделай что-нибудь. То, чем ты топишь, я говорю, дрова вот отец там привозит, там родственники, соседи отдают, помогают чем-то. Так вы хотели у них попросить, чтобы они вам дома как-то помогли отремонтировать или что? Ну, они как бы обещали, вот мы тебе 5000 выделим, езжай в райсобес, на 5000 хоть покушать купишь там, хоть что. Я поехала, мне отказали. Ну, у вас есть дрова какие-то обещали. льготы? Ну, льготы я как бы как получаю? За свет 500 рублей в месяц. Это вот такая льгота. Вот за все эти 9 лет, что они для вашей семьи Раз сделали? в год подарки там новогодние там. Раз в год? Раз в год. Ну, крупы там с червями вот они вот отдают и говорят. Прежде чем, говорит, покушать, ты промой их как следует под водой, иначе ты не сможешь просто кушать. Я приношу домой эти крупы, начинаю вытаскивать, там тянется плесень. Естественно, я ставлю на стол, вижу со временем, что там начинают выползать черви. А деньги-то государство за детей платит вам? Вы же мать-одиночка. 1000 на каждого.
1000 на каждом. А отцы детей? Ну, один в тюрьме как бы сидит, и вышел, не вышел, я не знаю. Ну, я про алименты. Есть какая-то помощь? Нет, алиментов нету. То есть, чем А я вы буду им- работаете? Я последний раз вот работала, когда была беременна, Где и кем? уборщицей, чтобы прокормить детей. Какой у вас доход в месяц, если сложить все пособия, которые там, ну, государство выплачивает, вашу зарплату там Ну, 1015 с подработкой, там, ну, 20 там от силы. в месяц? Да, Вот на всю вашу семью. да. Зухра, у вас 5 детей, правильно я понимаю? Есть еще старшему старший 22. сын. 22 года ему. Да, А остальных 4 детей у вас изъяли. да. Причину какую они называют? Ветхое жилье, Ветхое жилье. да. Других претензий к вам у них нет. Как к матери есть претензии? Нет, они говорили, что ты не пьешь, ты не куришь, да. Ты не наркоманка, ты не гуляешь, ты не бросаешь. Но у тебя крыша разваливается, у тебя в доме нет воды, у тебя в доме нет помыться, нету душа, там нету воды. Вот на все начали это вот тыкать меня, что я просто им запретила ко мне приходить и оскорблять меня. А статус у вас сейчас какой? Вас лишили или ограничили в правах? Ограничили и автоматически решили. Что вам нужно сделать для того, чтобы вас восстановили в правах? Говорят, чтобы я крышу справила. За свой счет. И да, за свой счет. Скажите мне, пожалуйста, а вот вы считали, во что вам обойдется ремонт этого дома? 500 000. Полмиллиона? По зубам, да. 500 000. Значит, суд заведомо поставил перед вами неисполнимую задачу. Да. Правильно ведь? Да. То Я есть про вам это и сказали, говорю. что вам нужно потратить 500 000 рублей, чтобы привести дом в порядок, зная, что ваш доход совокупный, весь семейный, с вашим заработком, с пособиями, да, 15-20 тысяч рублей в месяц. Верно ведь? Красивая ситуация. Ничего не скажешь. Давайте глянем, как вы живете сейчас без детей. Мне никогда не забыть тот день, когда 2 июня забрали моих всех 4 ребятишек. Социальные работники, забрав моих детей, они сломали мне жизнь. Вот здесь вот мы спали с доченькой, с моей, с маленькой, Лаура, обнявшись вместе, чтобы было тепло и уютненько. Здесь вот ребятишки мои, Анжелика, Вероника, Май, делали уроки. Ну, стол, конечно, шатается. Любимая игрушка Маечки и Веронички, зайчик, которого они любили очень тискать. Вот здесь вот продукты, которые дают люди. За водой ходим с тетрапашками, потому что тележка поломана. Тут я готовлю еду. Это печка. Кипятим воду, ручки мыть. Вот чайник тоже также можно. Руки сполоснуть, теплая всегда вот вода. Печь, ну, в хорошем состоянии, не дымится, ничего. Стульчики старенькие, но они более-менее такие крепкие. Вот так вот застилаем мы. И чтобы было мягко, как бы детям. Так вот. Живем. Здесь жить детям, я считаю, безопасно, но нужен как бы капитальный ремонт как бы для дома, я так считаю. Игрушки есть, книжки есть. Да нет, просто это обыкновенный деревенский дом, в которых живет 70% населения, которые живут в деревнях. Я, честно говоря, вот тут никаких особых признаков опасности не заметил. Но, может быть, мы не все видим. На картинке же не все видно. Анастасия Ерактина, руководитель Омского филиала Союза добровольцев России. Здравствуйте, у нас в гостях. Вы-то в доме были, правда ведь? Расскажите нам, он действительно прямо может рухнуть на голову детям?
В Омске таких домов, в деревнях еще гораздо хуже. Это в городе. И это один из лучших домов, где живет многодетная семья. Да, действительно, маленькая площадь. Да, действительно, плохие условия. Но, некрасивые обои, может быть. На сегодняшний день у нас получилось уже установить дверь. У нас есть предприниматель, который готов установить пластиковые окна, который готов органы опеки в решении суда ставить, чтобы разграничить комнату. У мальчиков и у девочек была разные комнаты. Мы сделаем перегородку. Даже такие условия теперь предъявляют органы опеки. Чтобы мальчики и девочки жили в разных комнатах. Ты такое слышал вообще? Впервые слышу. Давайте мы покажем вам, что нам рассказали в органах опеки. Дети были в ненадлежащих условиях, в небезопасных условиях. И этим детям нужно было обеспечить безопасность. Грязные вещи повсюду раскиданы кучами, немытая посуда. Новорожденный ребенок, месяц от роду, завернут в какую-то грязную тряпку или там грязную кофту мамину. И мама поясняет, что нет пеленок и средств по уходу. Отсутствие полноценного питания. В таком доме детей содержать было нельзя. Это произошло уже после судебного заседания. То есть судья вынес решение, мы вышли из зала суда, спускались по лестнице. Зухра пошла буквально впереди, но она получилась сзади, прям за волосы. У меня тут шишка была, волосы были собраны, прям схватила за волосы и начала царапать, что-то там кричать. Считаю, что в настоящее время Зухре опасно оставлять детей, так как она может проявить агрессию. А что это за инцидент? После судебного заседания вы на нее набросились, что ли? Я видела, как она в суде улыбалась, она настучала на меня в опеку и скормила меня этим волкам, чтобы забрали у меня детей. Почему у Зухры забрали всех 4 детей? При первом же патронаже увидели, в каком состоянии находится новорожденный ребенок. Вы с детьми видитесь вообще? Мне не дают. Кто не Одна дает? сестра. Вот, она опекунша. Потому что органы опеки города Омска не первый раз попадают в зрение этой программы. Если вы стояли на учете в органах опеки, они должны были систематически оказывать вам помощь. Вместо этого они забрали у меня детей. Значит, суд заведомо поставил перед вами неисполнимую задачу. Да. Правильно ведь? Красивая ситуация. Ничего не скажет. Вы сейчас только ни на кого не кидайтесь, поскольку органы опеки сильно попросили приехать на эту программу заместителем мэра по социальным вопросам города Омска Ирину Михайловну Касьянову. Она ответит на наши вопросы. Ирина Михайловна, идите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Да? Почему у Зухры забрали всех 4 детей? Значит, я начну с того, что не органы опеки забрали детей, а забрали детей по решению суда. Причем я обращаю внимание... Кто ходатайствовал в суде? Было решение комиссии по делам несовершеннолетних, в состав которой входят представители всех субъектов профилактики. Изначально, если историю эту рассказывать, то в поле зрения эта семья попала прежде всего в 2007 году, когда родилась Вероничка. Да. Да, и медицинские работники пришли в эту семью, увидели то неблагополучие, которое есть. И неблагополучие заключается в том, что мама просто не желает навести порядок в доме, ухаживать за детьми так, как это должно быть. Поэтому медицинские работники попытались научить маму, как ухаживать за ребенком, как кормить ребенка, чем кормить. Подождите, это какой ребенок был по счету? Вероника, 3-й ребенок. И вы на 3-м ребенке стали учить ее, как обращаться с детьми? Потому что, я еще раз говорю, при первом же патронаже увидели, в каком состоянии находится новорожденный ребенок. За семьей закреплен специалист по социальной работе, который приходит... И? Оказывает помощь. Какую? Прежде всего, это научить маму, первое. Второе, Хорошо, оказать научили. материальную Подождите. помощь. Научили. Как Дальше, посадить подождите. огород, Что который еще длительное входит время? в функции надзора? Объясните мне, Оказать пожалуйста. помощь. Какую? Натурально-вещевую помощь, Так. материальную помощь Так. и другие виды помощи, в которых нуждается Мы ждем данная от вас семья. отчета, какая вещевая, материальная и Значит, денежная помощь были периодически оказаны. оказывалась помощь вещами, продуктами питания. Какими, как часто? По мере обращения. Значит, кроме того, органы социальной Какими, защиты... как часто?
вещи... Мы с вас спрашиваем, потому что имеем право. Мы – это народ России, налогоплательщики, на деньги которых вы существуете и обязаны помогать этим семьям. Я как налогоплательщик, у меня очень крупные платежи в месяц, поверьте мне, зарплата хорошая. Я задаю вам вопрос, когда, сколько, в каком количестве помощи было оказано именно этой семье? Вы знаете, я не работаю в органах социальной защиты, чтобы конкретно сказать, когда, Но вы какую начальник, помощь. правда ведь? Но, что? Вы начальник. Нет, социальная защита, я не начальник. Вы заместитель мэра по социальным Значит, вопросам. Кто органы может быть выше социальной вас в этом защиты смысле? относятся к региональным структурам власти, и курирует их Министерство Почему, труда. Ирина Михайловна, скажите, подожди. Вопрос. Почему никого из представителей органов опеки социальной защиты населения нет в этой студии? Догадайтесь Значит, это не ко мне вопрос. Я А я вам представляю скажу, органы почему. опеки А и я вам органы скажу, образования. почему. Потому что органы опеки города Омска не первый раз попадают в зрение этой программы. Ни первый, ни второй, ни третий. Органы опеки от нас бегут, как черт от ладана. Тебе приносили овощи, фрукты и крупы, одежду и все остальное. То, о чем нам рассказывает... Одежда больших размеров. Вот эти вот сапоги я сама Вы себе сами покупаю. выбираете вещи. Вам никто не навязывает никакие вещи. Вы приходите Вы в центр. навязываете старые вещи. Не старые. А я не устраиваюсь старые. на Я работу, еще раз покупаю говорю. себе новые Зухра, вещи. не старые Мне от вас вещи. ничего не надо. Я много раз это говорю, мне Стоп, ничего подождите, от вас не надо, лишь бы меня в покое оставили. Подождите, подождите. Волки. Давайте не мелочиться. Ладно, помощь была оказана в должном объеме, периодично, да. Мы даже готовы в это поверить и согласиться. Вопрос. Суд принимает решение, исходя из информации, которую им предоставляют органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних. Верно ведь? Да. Информация была представлена. Суд принял решение детей изъять и обязать Зухру сделать в доме ремонт, который, по ее подсчетам, стоит 500 000 рублей. При том, что вся семья у нее, как мы выяснили, имеет месячный доход от 15 до 20 тысяч в месяц. Как суд выносит решение, которое, в принципе, неисполнимо? То есть суд, вынося это решение, говорит, детей ты своих больше не увидишь никогда. Я прав или нет? Нет, не правы. Тогда объясните, почему Речь я не идет прав. о том, что никто Зухру не оставил одну с этой проблемой. Вранье. На сегодняшний день оказывается помощь, в том числе администрация Вранье. города Омска принято решение. В понедельник выходит бригада, которая заменит электропроводку в доме для того, чтобы... Так это не от вас помощь идет. Это вот, волонтеры мне делают, это не вы. Вы услышали Вранье. вообще? Вы Нет, услышали, Ирина что я Михайловна, сказала? Ирина Михайловна, к сожалению, вы не услышали то, что она уже сделана. Электропроводку Электропроводка уже сделана в этом доме. Решение когда было принято о том, что надо будет поменять ей за счет города электропроводку? на этой неделе. Когда на этой неделе? Позавчера. Позавчера. Да. Ровно Да. тогда, когда появились камеры Первого канала, было принято решение сделать то, что уже было сделано добровольцами. Не перестаю поражаться нашим законам. Мы сейчас выясним, где находятся дети Зухры, и вам должно стать стыдно. Я объясню почему. Вы во избежании дальнейших неприятностей поступили по закону, отдали их временным опекунам. Это еще по совместительству... Подождите. Это еще по совместительству двоюродная сестра Зухры. Родная сестра. Родная сестра, простите, да. Так вот, родная сестра Зухры сейчас, как приемная, получает пособие на этих детей. Достаточно большое пособие, на чем вся семья живет, да. И от нее никто не требует ничего больше. Не живет семья на эти пособия. Пособия тратятся на детей. А сколько сейчас временные опекуны получают за каждого ребенка? Они получают пособие на детей. Сколько? В зависимости от Сколько? детей. На сегодняшний день получает сестра-опекун 26 700 на 4 детей. Решение суда исполнено. Сейчас детям хорошо? Значит, сейчас детям безопасно. Но насколько хорошо, я бы не сказала, только лишь потому, что, Почему? к сожалению, Зухра, вместо того, чтобы услышать всех тех людей, которые хотят все-таки, чтобы вы воссоединились с Вы детьми, хотите? Подождите, Зухра, подождите. не приходила к сестре, не устраивала скандала. Это самое главное. То есть, когда Зухра приходит, Секунду, подождите. устраивая скандалы, Подождите. уходит, Вы дети видите, находятся в таком вы с детьми состоянии. видитесь вообще? Мне не дают, Кто не дает? меня вышвыривают. Кто не Родная дает? сестра, вот, она опекунша в опеке А состоит. почему она вышвыривает?
И опека запретила мне на час, на выходные пускать меня домой. Зухра не приходит спокойно общаться с детьми, а приходит для выяснения Вы отношений. когда сами были последний раз в этом доме? Я в доме не была в этом. Давай, а мы побывали, да? Давайте посмотрим, может быть, это вас убедит. Короче, тебя не пускают. Нет, не пускают меня домой, нет. Если вчера она говорила, то будет свидание. Только я говорю, я еду с работы, и вот. Вот как опека настроена. Ну, то есть тебе не дадут увидеться с детьми. Категорически. Вышла! Вышла! Куда вышла? Вышла! Куда? Я Вызывай милицию! Я пришла к Вызывай милицию! Вышла, я сказал! Я их кормлю! Пою, обуваю, одеваю! Кем ты кормишь? Ты видел, Опека что? платит. Кого? Никого, что опека платит. И чё? Как детей забрали бы, как бы ты бы себя вел бы. Я их кормлю, я их пою. Как бы ты бы себя вел бы? Я поясняю, подождите. Я поясняю, что это было. Это муж родной сестры, который является сейчас, на секундочку, временным опекуном детей. Это Зухра, которая с нашей съемочной группой, заметьте, пришла для того, чтобы увидеть своих детей. Вот вам результат. Кто виноват в этом, скажите, пожалуйста. Я еще раз говорю, если бы Зухра пошла на то, чтобы с сестрой найти общий язык, ведь не случайно... с Ирина органами Михайловна, ваш представитель органов опеки 5 минут назад на видео сказал, что нельзя оставлять детей Зухре, потому что она в очень агрессивном состоянии. А как же можно оставлять детей вот этому мужчине? Вам не кажется, что он в агрессивном состоянии? Вот просто у вас какое-то предвзятое отношение именно к ней. Вы детей оставили не в меньшей опасности. Теперь давайте говорить языком закона. Опекун временный вызывал полицию? Вчера, да. Был составлен протокол? Ну, видимо, да, я не могу Так, сейчас видимо, это или был сказать. составлен? Я там не присутствовала, Вы я была в это время в сейчас дороге. нам, находясь на Первом канале, даете информацию, которую вы получили от опекуна, никак ее не проверив. Почему Я мы не от должны, опекуна почему мы получила должны информацию. доверять заинтересованной стороне, если у нас другая заинтересованная сторона здесь сидит? Вы пришли в эту программу абсолютно неподготовленные, что говорит о вашей профессиональной подготовке в первую очередь. Понимаете? Вы не можете ответить внятно ни на один вопрос. У вас с собой нет ни единого документа. А есть ли у органов опеки планы выполнения, не знаю, выявления каких-то неблагополучных, не дай бог, семей? Таких планов, безусловно, нет. А по каким критериям оценивается эффективность работы органов опеки? Есть критерий жизнеустройства детей, тех, которые потеряли родителей, остались без попечения родителей. Есть. Есть критерии по созданию приемных семей. Это касается тех же деток, которые, к сожалению, утратили попечение родителей. Вот такие критерии есть. Понятно, спасибо. Очень хорошая схема получается. Надо выполнить критерии по приемным семьям. Детей в детских домах нет. Где их взять? В неблагополучных семьях. Один из немногих людей, который вам помогает, это ваш родной отец. Правильно я понимаю? Да. Анатолий, идите к нам, расскажите, что же там происходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот с какой совестью ты сидишь здесь и врешь все? Не тыкайте мне, пожалуйста. Еще заместитель мэра. Не тыкайте мне. Не все мы тыкайте. такие богатые, как ты. Она бедная, и вы гнобите ее. И здесь рассказываете всем сказки про белого бычка. Хоть моргнула бы. Присядьте уже. Бессовестная. Присядьте уже. Я как отец Зухры, так же и детям помогаю как отец. Вы хоть один раз мне позвонили и сказали, что такое состояние? Ни разу. И здесь вот сказки рассказываете. А ничего, что вашей дочери 41 год. Анатолий, Причем тут 41 год? Анатолий, за ответственность должна быть за детей. Она за детей борется, не пьет, не курит. Такое вот отношение складывается, ощущение, что вам все должны. ну не можете вы себе позволить, вы меня простите, прожрать за неделю 100 000 рублей. И они меня поставили перед выбором. Либо мы тебя лишаем родительских прав, либо ты оформляешь на время своих детей в детский дом.
Если вы стояли на учете в органах опеки, они должны были систематически оказывать вам помощь. Вместо этого они забрали у меня детей. И вы на третьем ребенке стали учить ее, как обращаться с детьми? Вы с детьми видитесь вообще? Мне не дают, Кто не дает? меня вышвыривают. Кто не Одна дает? сестра, вот, она опекунша. Скажите, пожалуйста, вот у суда были претензии к дому, где живут ваши внуки. Говорят, что он опасен для жизни. Я вам скажу так. Суд однобоко принял решение. Почему? Он был за опеку. Опека что сказала, то оно и поддакивало. То есть вы считаете, что абсолютно незаконно забрали детей у вашей дочери? Да 100% незаконно. Если вот так вот всех забирать, значит, полсоюза надо забирать. Анатолий, а вам органы опеки предлагали оформить опекунство над внуками, нет? Если бы они предлагали, я бы, конечно. Так не было предложения такого? Да никогда. У нас есть омский журналист Юлий Макаров, который считает, что ваша дочь во многом виновата сама. Давайте его позовем. Здравствуйте. Зухра, вот смотрю я вот эту передачу, вот сейчас здесь сидел в студии, и вот такое вот отношение складывается, ощущение, что вот вам все должны. Социальные службы вам должны. Нет, я сама буду работать, Тихо. детей кормить. Вы кем работаете? Вот сейчас вы кем работаете? Я работаю уборщицей. Уборщицей. Замечательно накормили детей? В Уборщицей. смысле накормила? Ну, уборщицей замечательно получается накормить детей? Потрясающая логика. В смысле накормить? Я работала, я зарабатывала своим Ну, понятно, понятно. Вы знаете, я вас, Замечательно. Юлий, я В вас, каком тише, смысле тише, замечательно? я вас позвал сюда не мораль читать нашей героине. А факты тут нам меня Тут какие-то найдется, да, рассказать рассказать про её факты. Хорошо, хорошо. Подождите. Просто я на эмоциях от той информации... Я знаю даже, откуда идут которая Вас ваши забрали эмоции. детей, Да. вы на эмоции. Нет. Дело в том, что до выхода этой передачи коллеги попросили меня провести собственное расследование. Я обнаружил пока несколько фактов. Ну вот один из них. Насколько мне известно, Зухра в городской администрации получила под ремонт во вновь приобретенном доме мат-капитал обналичка. Да, получила, да. 200 тысяч, по-моему, да? Да, То я есть сидела не без матка, света. а часть материнского. Ну, часть, да, Часть. 200 тысяч, да. Да. Вот вопрос, сколько из этих 200 тысяч вы реально вложили в ремонт в этом доме? Ну, я не только в ремонт вкладывала, я и продукты покупала детям. Я заплатила за свет. Подожди. А А за свет? Да. 100 тысяч? Мне опека обещала помочь, заплатить за свет. Не, подождите. А целевое расходование это все-таки было ремонт, улучшение жилищных условий? Понимаете, если Вы же опека... получали эти деньги конкретно под улучшение жилищных условий? Я Как жить получала. без света? Да. Мы тоже провели небольшое расследование. Органы опеки обязались, ну или, по крайней мере, обещали, что они будут оплачивать коммунальные платежи, которые в этом доме составляют только расход на электричество, поскольку ни воды, ни канализации в этом доме нет. Как мы слышали, электричество стоит в этом доме около 500-600 рублей в месяц. Этих денег она не получала. Накопился долг в 80-100 тысяч рублей за этот дом. Когда она получила деньги, часть материнского капитала, вот эти 80-100 тысяч ушли на оплату этого долга. А куда делись остальные, Зухра? На продукты, на вещи. Зухра, как долго вы их проедали, эти 100-120 тысяч? Насколько вам их хватило? На 1 неделю. Вот тут возник вопрос. Я У вас... покупала им немерено соки, фрукты, вещи новые в школу, так как опека дает только бэушные вещи. В дырках, гнилую картошку, крупу с червями. Да Я пускай, купила ладно. им еду, я купила им нормальные вещи, новые. Во всем должна быть объективность. И даже в вашей истории тоже. Если вы живете так, как вы живете, ну не можете вы себе позволить, вы меня простите, прожрать за неделю 100 тысяч рублей. Понимаете? Ну не можете. Я тоже жила в коммунальной квартире, тоже на мамину с папой зарплаты. Но у моей мамы зарплата... Мы жили очень бедно. Был период, когда очень бедно. Но мама рассчитывала зарплату так, чтобы ей, 3 детям и папе хватило на целый месяц. Понимаете, может быть, без суперфруктов, может быть, без супер каких-то там, я не знаю, дорогих йогуртов, но так, чтобы есть месяц, а не прожрать всю зарплату за неделю. Милые мои, я должен поддержать здесь абсолютно Юлю.
То, что вы не умеете жить, не привыкли жить, особенно жить посредством, это понятно. Вы согласны с этим? Да. Я вам так честно скажу, что, конечно, ваш случай нас взволновал, мы очень хотим вам помочь, да, но мы бы не стали вам помогать. Вы действительно много накуролесили сами. Вы сами довели до этой ситуацию, до этой стадии. Мы не стали вам помогать, если ваша ситуация не была так типична. Мы бы не стали вам помогать, если бы отдельные, не говорю все, органы опеки неверно, скверно толковали то, чем они должны заниматься. Они должны помогать. И только тогда, когда их помощь исчерпана, они могут обращаться к другим, к судам, правоохранительным органам и так далее. Ну как, не помогаешь, такой специалист, который приходит учить мать 2 детей, как ухаживать за 3-м. Это что, это издевка в чей адрес? Как огород сажать, мне нравится это. У нас 50% населения с зарплатой где-то меньше, чем 20 тысяч, кормят гораздо большие семьи. У вас есть взрослый сын, у вас одна девочка, уже подросток в сельской местности. Это уже реальный помощник. Я не говорю об эксплуатации. Но вы, имея свой дом, можете прокормить не только 5 детей, а гораздо больше. То есть об этом надо подумать. Что я и делаю. Давайте мы, раз уж зашла речь о том, какая она хозяйка, да, мы спросим у людей, которые рядом живут. Это Тамара Дьячук, скажем, соседка Зухры. Давайте позовем ее в студию. Я к вам обращусь, драгоценная опека. Вас все боятся, все боятся. Вместо того, чтобы вам помогать людям, вы все забираете. За каждую копейку вам напиши отчет. Да как вам не стыдно? А? Мне не стыдно, это государственные деньги. Она не пьет, она не курит. Нормально у нее в нормальном состоянии всегда дети были чисты, обуты, одеты, накормлены. Что еще нужно? Скажите, это самый худший дом, который вы видели вот в вашей области? Нет. То есть вы прям можете сказать, что вот в таких точно условиях в других семьях дети остаются жить? Да, дети остаются жить, но там еще и родители. И пьют, и употребляют, и все что угодно. Еще одна соседка, а мне кажется, что эти люди знают все о соседях, да, дала нам небольшое интервью. Давайте послушаем. Я живу 5-й год на этой улице. И как бы никогда не видела и не слышала, чтобы она, допустим, ругалась на своих детей или как-то их оскорбляла, или выражала какое-то недовольство. А дети играют, ухоженные, как бы, ну, нормальные, как все дети играют на улице в частном доме. Приходили к нам, когда вот у нас был день рождения у старшего сына. Я не видела, чтобы они были голодные или там что-то хватали со стола, даже не доели, ни горячее, ни сладкое. Конфеты я им дала с собой, потому что, ну, видно было, что дети как бы это видели и знают эти продукты. То есть обычные дети, нормальные дети гуляют вместе с моими. После того, как детей забрали, и опека сказала, что забрали по причине того, что дом якобы в аварийном состоянии, мы стали, конечно, ей помогать, только для того, чтобы поскорее вернули детей матери. То есть мы помогали, мой муж помогал с ее родственниками перекрывать крышу. Ну, то есть как могли, так помогали. Скажите, пожалуйста, вас... Когда был судебный процесс, вас приглашали принять в нем участие в качестве свидетеля? Нет. Не было такого. Вас не вызывали. Я понимаю, что эту соседку тоже не вызывали. Наверное, нет. То есть единственная информация, которая была у суда, это информация, которую они получили от органов опеки. Я все Да. Но если... Ведь у нас презумпция невиновности действует даже в гражданских делах, а не только в уголовных. Это вы должны были доказать, что детям там опасно. Но для этого надо было опросить свидетелей. Этого в суде не было выслушано? Не было. Нет. Суд не рассмотрел весь круг родственников, не предложил отцу, родному деду этих детей оформить опекунство. Не было этого сделано? Не было этого Потому сделано. что по возрасту был опекун, который значительно моложе, который будет... Мы видели этого опекуна. Я не могу понять решение этого суда. Бейте меня, убивайте, режьте, не могу. Суд не может принимать решение, зная, что оно заведомо неисполнимо. Если суд принял такое решение, я начинаю теперь сомневаться и в компетенции суда города Омск. Понимаете? Теперь скажите мне, пожалуйста, как часто такие дела у вас случаются, как часто приходится изымать детей из семей? Ну, если говорить, то по 2015 году в суд было направлено порядка 206 исковых заявлений, значит, но суд не всегда
принимает решение, удовлетворяет исковые требования. Почему? Потому что считает, что не всегда семья, так скажем, не способна Не всегда восстановить. это в каком количестве случаев? из В 200? процентах 80 принимается положительное решение, в процентах 20 А суд что вы отказывает. считаете положительным решением Положительное, изъятия детей из семьи? когда суд удовлетворяет исковые требования. Понятно, да. Скажите, пожалуйста, были ли случаи, когда мать вроде как одумалась, ей детей вернули, а потом забрали повторно? Бывают и такие случаи. Бывает. Я Бывает, почему спросил, бывает. потому что вот давайте Бывает. глянем сюжет. К Да. сожалению. Органы опеки поставили меня перед выбором. Либо меня лишают родительских прав, либо я по собственному желанию их на время оформляю в детский дом. Должна буду сделать ремонт и оплатить долг в садике. Из-за долга в 6 тысяч моих детей забрали в детдом, где там сломают им психику. Вот детская кроватка моих детей. Старший сын спит наверху, а младший сын спал постоянно внизу. Для детей я делаю все, то есть мы покупаем постоянно мягкие игрушки, у них есть книжки постоянно, то есть они читают, они рисуют. Я очень сильно скучаю по своим детям, я их жду и хочу, чтобы они побыстрее вернулись. Я для этого сейчас стараюсь сделать как-то ремонт. Мне их не хватает. Я хочу побыстрее их забрать оттуда. Я заметила одно, что органы опеки не лишь бы помогать людям, они пытаются детей отобрать и лишить родителей материнства. То есть для них это как-то более выгодный, что ли, способ. Они не хотят помогать органы опеки людям. Вы эту женщину знаете, нет? Нет, не знаю. Юлия Артамонова, она все это слушала, она вот сейчас за ширмой у нас тоже пострадала от ваших же органов опеки, как она считает. Давайте ее позовем. Здравствуйте. Юля, как давно? Знаете, Зухра, я вас очень сильно понимаю. Первый раз у меня забрали детей в 2013 году. Как и при каких обстоятельствах? Получилось так, что я работала кондуктором. У меня мой бывший муж, он не работал. Он сидел дома с детьми. И я пришла домой после работы в 12 часов ночи. Пришла, у меня ребенок, правда, ему было плохо, он рыгал. Я вызвала скорую, я не знала, что с моим ребенком. Я вызвала скорую, а скорая сказала, что мой муж и свекровь моя бывшая, они напоили моего ребенка. После этого они поставили меня как неблагополучную семью, что я не уследила за своим ребенком. И они меня поставили перед выбором. Либо мы тебя лишаем родительских прав, либо ты оформляешь на время своих детей в детский дом. Чтобы вы добровольно подписали вот эту бумагу, да? Да. И я подписала эту бумагу. Я сделала все, чтобы потом их вернуть. Потому что, когда я пришла забирать своих детей, мне сказали о том, что моих детей продают в Америку. И мне пришлось обращаться в телевидение, мне пришлось обращаться в газеты, чтобы мне моих детей вернули. Мне вернули детей спустя 2 недели после того, как опубликовали это все. Мне вернули детей. И спустя несколько лет, в 2016 году, в садике был долг в 6 тысяч. Мне пришлось уйти на работу, а детей я увозила к своему бывшему мужу. Пришла милиция, пришли органы опеки и посмотрели, в каких условиях находятся дети. То есть там не было ремонта в том доме, не было ремонта. И они меня опять поставили перед условием. Либо меня лишают родительских прав и якобы нашли для моих детей уже приемную семью, либо я подписываю заявление и отдаю на время опять детей своих. А для того, чтобы вам их вернули обратно, что вам нужно делать? Вам озвучили? Мне нужно устроиться на работу, мне нужно оплатить долг в садике в 6 тысяч, сделать ремонт, и тогда мне вернут моих детей. Я уже работаю. Долг в садик вернули? Еще не вернула, вот сейчас зарплату получу, пойду оплачивать долг в садике. Понятно. Что с ремонтом? Ремонт будем сейчас делать потихоньку. Понятно. Каждая девочка, которая легла с мужчиной в постель, должна думать о том, какие последствия будут, и что нести их одной. Где папы ваших детей? Почему они не могут помочь? Вам, правда, надо выйти из детского возраста и все-таки встать в позицию мамы. Первый раз
раз у меня забрали детей в 2013 году. Вас все боятся, все боятся. Вместо того, чтобы вам помогать людям, вы все забираете. Вы с детьми видитесь вообще? Мне не дают. Кто не дает? Меня вышвыривают. Кто не Одна дает? сестра. Вот, она опекунша. Я обращаюсь сейчас, по-моему, у нас была на программе, она даже неоднократно, к новому омбудсмену по правам ребенка, Анне Юрьевне Кузнецовой, которая многодетная мать, которая в первых же своих интервью очень жестко выступала против ювенальной юстиции. Мы сейчас с вами вот в этой программе разбираем самый уродливый образец ювенальной юстиции. Вместо того, чтобы оказать значимую, реальную, материальную и моральную помощь, вместо этого исполнялись инструкции, назначались совершенно бесполезные специалисты, которые могли учить зайца на барабане играть. Вся материальная помощь выражалась со слов, опять-таки, той, которой она предназначалась, в гнилой крупе, а вы не могли ни опровергнуть, ни подтвердить, потому что вы не готовы. И мы сейчас расхлебываем решение суда, которое было сделано по навету. Я по-другому не могу сказать. По навету людей, которые не исполнили свой профессиональный и моральный долг. Доколе, блин. Вы знаете, я молодая мама, и сегодняшнюю передачу я всю смотрела со слезами на глазах. Я увидела двух женщин, растерзанных просто этой бюрократической системой. Да, может быть, они где-то ветреные, да, они не умеют выбирать мужчин, но они такие, и у них есть дети. И я увидела, что они их любят. Я увидела фотографии Зухры и ее детей, где счастливые, чисто одетые, вымытые дети. Да, она что-то не успевает, ей нужно научить дочь, чтобы она помогала. Вам нужно выстроить свое хозяйство, потому что и на Руси всегда было по 7-8 детей друг за друга, и все работали. Вот что вам нужно сделать. А вам, уважаемые органы опеки, я не знаю, как вы живете, как вы спите, потому что сегодня и вся студия, и вся страна, во-первых, вас боится. У меня есть прекрасные семьи многодетные, но я вам могу сказать, даже они, и мать, отец не пьющие, состоятельные, но они вас боятся. Что вы придете и отберете, продадите, отдадите. Я не знаю, зачем вы это делаете. Вот я на эмоциях всю передачу. Мне кажется, у этой женщины есть совесть. И почему так набросили все на органы опеки, мне, честно говоря, непонятно. Но, может быть, я сейчас останусь в глубоком одиночестве, но тем не менее. Жалко и маму, и детей. Но в самом начале передачи, когда вы говорили о том, что пришли органы опеки и разрушили вашу семью, я подумал, слушайте, а может быть они тем самым спасли жизнь детей? Где папы ваших детей? Почему они не могут помочь, чтобы не текла крыша, Хотят. чтобы пеленки были не грязные? Они же ко мне Слушайте, стучатся. почему вы рассорились со своей сестрой? Почему? В общем, жалко, что так. Я вам очень сочувствую. Желаю, чтобы все у вас рано или поздно наладилось. Спасибо. Ирина Михайловна, я хотела бы к вам обратиться прежде всего. Вот вы должностное лицо, занимаете большой пост, и в вашем подчинении находятся люди. Юридически, вот я слушала, все верно, да. Вы задаете вопрос, почему суд принял такое решение. Он принял решение на основании акта, который составили органы опеки. Органы опеки составили акт на основании заключения иных органов. Юридически, прям вот все красиво, идеально, прям ровно ложится в суд. Суд все это обозрел, я думаю, фотографии, обозрел все заключения, принял решение, что действительно крыша может обвалиться, ребенок может обвариться. Но при этом нет нормы какой-то человечности, все-таки не ущемляются действительно права многодетных матерей. Это первое. Второе. Я бы хотела обратиться вот к вам, Зухра. Действительно, я вот, знаете, наблюдала за вами. Вам, правда, надо выйти из детского возраста и все-таки встать в позицию мамы. Вы можете подойти ко мне после передачи. Я готова вам посодействовать в том, чтобы у вас таких ситуаций не повторялось. Вот, соответственно, как юрист представить ваши интересы. Нам действительно, с одной стороны, все диктуют: рожайте, девочки, рожайте как можно больше, стране нужны люди, и мы хотим быть сильными, и смелыми и крутым государством. В то же самое время очень многие действительно неправильно понимают этот призыв, думая, что достаточно родить, забеременеть достаточно и родить, и будет все здорово. Нет, не будет. И не виновато государство настолько в том, что оно недостаточно помогает. Потому что каждая девочка, которая легла с мужчиной в постель, должна думать о том, какие последствия будут, и что нести их одной.
Мы много здесь шумели, кричали. Для меня тоже очень эмоциональная передача. У меня тоже дети есть. Я прекрасно понимаю, что такое произвол чиновничий. Если я в своем положении могу с ним справиться, то Зухра не может. Зухра не святая, не безгрешная. Она просто необразованная, невоспитанная, извините, папа. Девочка, которой рано было становиться матерью одного ребенка, а она родила аж 5. Это все понятно. Но вот мой пафос сегодняшний к чему приводит. Что если вы пишете на заборе «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», тогда не берите с меня деньги за службу спасателей. Ложилась вот так. Вот клубочком. И вот так спала. У меня отец сидел, в 6 лет изнасиловал меня, Наташа, а пить-то когда начали? В каком возрасте? в 16 лет. Главное доверие, а любовь это само прилипнется. Вот здесь вот перегородить все. И вот здесь, например, перегородить все. Это уже комната, квартира целая. Можно спать. Зимой тут тепло. Вы были бандитом просто? Да, был бандитом. А где жестче? В бандитской группировке или на улице? На улице. В Москве очень много мест, где можно бесплатно поесть, переодеться, а бездомному получить медицинскую помощь. Мы даем милостыню там у метро и на улице не потому, что мы сочувствуем этим людям, а как будто мы от них откупаемся.